Я Митя Зиновьев, и через год здесь будет стоять мой арт-объект. Мы решили ехать в пустыню Блэк-Рок уже в этом году и посмотреть на все своими глазами. Tell us about your story, tell us about your idea. Если вам интересно, что у меня получится и получится ли вообще, следите за следующими выпусками. Do it. Do it. Just do it. Привет, я Митя Зиновьев. Кто ты, Митя Зиновьев? Вышла тетя, спросила, who is Дмитрий? Привет, я Дима. Я тоже Дима, только Митя. Я руководитель кастомной мастерской, которая называется «Мастерская чудес». Мы специализируемся на производстве нестандартных изделий для фестивалей и событийного рынка. Я съездил в Америку на Burning Man. Я Митя, я из города Киева. Good to meet you. Nice to meet you. Ёбушки-воробушки, у вас что, баня на колесах? Когда я ехал на Burning Man, у меня уже была идея о том, чтобы привезти туда свою работу, свой арт или свою какую-то конструкцию. Поэтому, в принципе, поездка была такая немножко шпионская для того, чтобы понять, каким образом все это реализовать в следующем году. Один из челленджей при подготовке к поездке на Burning Man был поиск дома на колесах. Сегодня 30 августа 2021 года. Мы приехали на улицу Абрикосовую в городе Лас-Вегас забирать наш recreation vehicle. Это дом на колесах, который станет нашим домом на ближайшую неделю. Сейчас вот, кажется, где-то там они вон стоят. И это единственные чуваки, которые согласились отдать нам RV в аренду на Burning Man, потому что очень много рентал-компаний и вообще частников отказываются от всей этой идеи, потому что они все говорят, что машина никогда не будет прежней после поездки в пустыню, или берут очень высокий клининг-фи после, или просто отказываются, потому что это бесполезно иногда. Но эти ребята на самом деле, по-моему, до конца не поняли, что мы едем на Burning Man, но мы на самом-то деле не едем на Burning Man. Burning Man нет в этом году. Вот это, по-моему, наша машина. Ну, по крайней мере, так она выглядит на фотографиях. Вот Ford белого цвета. Его зовут Сэмми. Мы выбрали RV просто потому, что это комфортнее и надежнее. Многие едут в палатках, многие едут в шатрах. Мы решили поехать компактно, быстро, для того, чтобы были все возможные ресурсы и хотя бы намек на комфорт. Обычные палатки могут не выдерживать песчаных бурь, которые там случаются иногда. Поэтому хотелось как-то чуть-чуть надежнее, учитывая то, что впервые, так, чтобы совсем впечатление не испортить, мы решили поехать на доме на колесах. My name is Dmitry. My name is Lanka. Nice to meet you. It's alive! This is the generator. Uh-huh. Black water and white water. So we can try. You can try that. Серьезно, здесь есть стол. Я купил нам стол. Окей. This is a battery charging, yeah? Yes. Они ее сейчас заряжают для того, чтобы мы просто уехали. No shoes inside. So this AC doesn't work when Properly. are we on the road, yeah? Yeah. You don't have to run. Мобильный кондиционер. Понятия не имею, как он будет работать, но говорят, что будет. Да, тут без кондиционера не обойтись. Have an amazing journey. Enjoy. Thank you. Ну вот такой вот у нас получается дом на колесах. Чуть потрепанный, но в целом я думаю, что справимся и будет весело. We can go, yeah? Я за руль? Мы сейчас возьмем еще канистры с топливом, потому что я не знаю, сколько он жрет. Мы должны будем вернуть его в этом же состоянии. Фоткаем все повреждения. Тихонько, аккуратно. Thank you very much. See you in 1 week.
Я зачем-то открыл капот. Так, ну что, друзья. Он огромный, как скотина. Так, ну что там, шутки про передавайте за проезд уже можно? Мне не очень удобно, наверное, надо пристегнуться. Я никогда не возил дом на колесах, но в принципе он ничем не отличается от любого другого грузовика такого класса. Вполне мягкий, вполне комфортный. Такая себе американская игрушка. Но я надеюсь, что если у нас что-то сломается, мы поможем это все дело починить. Простите, тысячи извинений. Так нельзя делать, но мы сделали. Блин, у меня все-таки есть ощущение, что я не помещаюсь в свой ряд, даже несмотря на то, что здесь ряды огромные. По-моему, тут конусами закрыт ряд. Ну, по-моему, здесь нельзя было их. Вот, зуб даю. Мне можно, я водитель лимузина. Помнишь, как в этом? Тупой еще тупее. Нормально. Да. Ну, всего 1,5 ряда с вами проезжего. Hi, sir. How are you? Doing very well. How are you guys? Oh, it's hard to drive this shit. I understand. So, we can park here for 10 minutes or 15 minutes. You're gonna actually have to park further back, but we have a space back there for you. Мы брали фургон, по-моему, на 10 ночей. Это обошлось в целом со страховкой, со всеми делами где-то в $3500. Это не считая топлива. На топливо в бак, на дорогу туда-обратно ушла еще где-то $1,500. После этого нужно было собрать полностью весь необходимый став для того, чтобы выжить в пустыне. Ну, поскольку я ехал первый раз, я это расценивал именно как выжить. Так, друзья, ну что, надо грузить этот сарай. Чемоданы нашли, Дим? Девчонский. Нам нужно провести в безопасности целую неделю в пустыне. Поэтому мы подумали над тем необходимым. Прежде всего, это вот портативный туалет. Потому что в пустыне туалетов нет. Так, это палатка для того, чтобы уединиться. Палку нашел на мусорке. Пригодится. Понимаешь теперь почему? Стулья. Холодильник, салфетки, 4 углекислотных огнетушителя. Холодильник, радиостанции, фонари, стенд для уединения, коктейль Блади Мэри, гирлянды, Швепс, аптечка, 2 литра Егермастера. Столик для игры в карты, джорки, опять джорки, стенки для палатки, фаербол, это пиво и пепси. Еще пиво, пластиковые хомуты, еще холодильник, миллиард батареек, еще пиво и Red Bull. Пропуск в любой другой кемп. Абсолютно. Кемпинговая еда. Спагетти с мит-соус. Рис и курица. Картошка и яичница. Его надо просто разлить водой, да, и нормально заходит. А чайник есть? Отличная мысль. Нету. Вот прекрасная история. Это называется портативный душ. Мы просто набираем грелку водой, крепим к нему леечку, ставим вот в ту палатку, и все. Вода. Ну, по большому счету, здесь не хватает еще канистры с топливом и емкостей с водой. А так, в принципе, мы почти готовы. Все, грузимся и поехали. Я недавно только подбил бюджет на условный набор выживальщика, я его так назвал. Еда, вода, лекарства, инструмент, велосипеды, которые мы с собой привезли в пустыню для того, чтобы там передвигаться, обошлись где-то в районе $5000. Если быть точным, это $4736. А рассчитывал я на 1200. Это за город. Город называется Голд.
Город золотоискателей. Есть старые шахты заброшенные. Мне бы хотелось добавить в эти арткары какого-то функционала. Так, а у кого карта? Третий налево, сейчас там сайны какие-то вроде есть.